На канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. Сегодня я вяжу функциональный демисезонный аксессуар, шапка, шарф и варежки в одном изделии. Теплый и очень мягкий, прекрасно смотрится как самостоятельный аксессуар, так и в дополнение к вашей повседневной шапке. Изделие прекрасно впишется в гардероб ребенка, подростка и даже взрослого. Вязание очень простое и понятное. По ходу видеоурока я буду озвучивать количество петель, рядов и размеры изделия в сантиметрах, так что справится даже новичок. Я использую плюшевую пряжу. Характеристики моей нити: в 100 граммах 120 метров. Крючок номер 6. Ножницы и маркеры. В описании оставлю точный размер изделия, а также расход нити на него. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Оставляю запас нити чуть больше метра. Создаю первую петлю, набрасываю нить на крючок и подхватываю рабочую нить. Первая петля. Далее провязываю 16 воздушных петель. Теперь выхожу на вязание первого ряда. Первую петлю я пропускаю, она уходит на петлю подъема. Делаю накид, крючок буду вставлять в заднюю перемычку косы из воздушных петель. Подхватываю вторую от крючка перемычку, вытягиваю нить и провязываю 3 петли на крючке вместе. Получается, первый ряд провязывается полустолбиками с одним накидом. Следующая точка и следующий полустолбик. Так до конца ряда. У меня 15 точек для провязывания, так как набирала я 16 воздушных петель и одну петлю в начале ряда пропустила. Вяжу полустолбики до последней точки. Последний полустолбик, петля подъема, 1 воздушная петля в конце ряда, переворачиваю вязание. И ряд обратно точно так же полустолбиками с одним накидом. Накид. Теперь вставляю крючок в обе дужки кромочной косы и провязываю полустолбик. Итак, внимание! В обе дужки подхватываю переднюю и заднюю стенку. Крючок цепляет сразу 2 нити. Накид, полустолбик. Снова накид, следующая точка, полустолбик. В каждом ряду у меня будет 15 полустолбиков. Последние полустолбики. И здесь на краю изделия подхватываю 2 ниточки, кромочную косу. Снова петля подъема, переворачиваю вязание. Узор достаточно объемный и теплый. Сейчас ширина моего шарфа 15 сантиметров. Здесь можно набрать больше или меньше петель на ваше усмотрение. Продолжаю ряд за рядом. Слежу за количеством петель в ряду и правильностью провязывания полустолбиков. Я провязала 174 ряда. Оставляю запас нити точно так же, немного больше метра. Отрезаю и вытягиваю крючок. Эта нить мне потребуется, чтобы сделать карманы варежки. Я раскладываю шарф таким образом, чтобы карманы у меня смотрели в одну сторону. Здесь закладываю примерную длину ладони. Ориентируйтесь по своей длине, на кого вы вяжете, на взрослого или на ребенка. Теперь разворачиваю шарф в одну сторону и закладываю здесь точно такое же расстояние. У меня это будет
19 сантиметров. С помощью крючка и запаса нити прокладываю шов, подхватываю кромку с одной и с другой стороны, протягиваю петлю и следующий стежок соединительными петлями прокладываю шов. Стараюсь вставить крючок один раз напротив каждого ряда. Так до конца. Шов смотрится очень лаконично и гармонично. Делаю последний стежок, вытягиваю нить и увожу ее наизнанку, где можно спрятать кончик. С другой стороны, для того, чтобы проложить шов, мне нужно ввести новую нить и наметить ровно противоположную точку этого же ряда. Подхватываю угловую точку за обе дужки кромочной косы и прослеживаю, в какую точку мне необходимо вставить крючок. Получается здесь. Готово. Подхватываю нить и провязываю точно такие же соединительные стежки по кромке. Один стежок, один ряд. Один карман готов. Еще раз повторюсь, его глубина 19 сантиметров. У меня это 27 рядов. То есть здесь я соединяю первый и 27 ряд. Точно так же без перекрута по изделию перехожу на эту сторону и здесь создаю такие же швы. Но здесь уже не буду полагаться на сантиметры, а отсчитаю 27 рядов и соединюсь в этой точке. Кончики прячу на изнанке. Достаточно создать один узелок. И далее просто несколькими стежками увести его от точки окончания шва. Готово. Карман с одной стороны и карман с противоположной стороны. Теперь мне необходимо наметить точку вывязывания капюшона, но это не центральная точка от кармана до кармана. Сейчас шарф сложен пополам. Карманы смотрят друг на друга. Длина изделия в таком положении 107 сантиметров. Значит, общая длина 2 метра 15 сантиметров. Можно примерить изделие, сделать один оборот вокруг шеи и наметить затылочную точку. Там, где будет центр моего капюшона. У меня эта точка уже намечена. Я лишь скажу, насколько один край отличается от другого в сантиметрах. Относительно маркера затылочной части одна часть шарфа длиннее на 55 сантиметров. Еще раз, карманы у меня смотрят друг на друга. Откладываю в сторону общую длину. Здесь у меня маркер. Теперь необходимо без особого натяжения уложить полотно, чтобы определить глубину капюшона. На ваше усмотрение можно померить уже готовое изделие, толстовку либо куртку. Также учтите, носить вы собираетесь просто поверх головы или на шапку. Вот я намечаю свою точку в районе 25 сантиметров с одной стороны, а с другой стороны ставлю отметку уже исходя из количества рядов. Здесь у меня есть центр намеченного ряда. Отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 рядов. Здесь также маркирован ряд изгиба. И с этой стороны отсчитываю 17 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
И центр следующего ряда я маркирую. Должна сохраняться полная симметрия. Еще раз складываю и проверяю. Столбики капюшона я буду вывязывать из каждого горизонтального ряда, от маркера до маркера. Но так как высота ряда больше ширины одного столбика, нужно будет сделать добавление, чтобы капюшон не был стянут. 17 плюс 17, 34 ряда, 35, 36, 37 маркированы. Я сделаю 6 добавок, 3 по одной стороне и 3 по другой стороне. Следующим образом ввожу новую нить, вставляю крючок в маркированную точку, удаляя маркер, подхватываю петлю. Только в начале этого ряда я делаю подъемными 2 воздушные петли. Направляю край начала нити в полотно. Накид. Провязываю полустолбик с одним накидом в следующую точку. 2 столбика ряда провязано. В следующую точку делаю добавление. То есть в одну точку провязываю 2 полустолбика. У меня провязано 4 столбика из 3 горизонтальных рядов. Далее 5 столбиков провязываю 1 столбик напротив каждого ряда. Потом снова будет добавление. Таким образом, на все 37 рядов я сделаю 6 добавлений. И получится 43 столбика капюшона. Четыре провязано, 5 и 6 точка тоже 2 столбика в одну точку. 1, 2, сюда же. Обращаю ваше внимание, вот добавление и третье добавление будет приближено к центральному маркеру. Точно так же и по этой стороне. Продолжаю ряд. У меня подходит к концу первый ряд капюшона. Я не стала удалять центральный маркер, а переставила его на горизонтальный столбик. Здесь сейчас провязано последнее 6-е добавление. И остается 2 полустолбика до конца ряда. Удаляю маркер и в эту точку провязываю последний полустолбик. Петля подъема, переворачиваю полотно. Теперь вяжу туда-обратно на необходимую глубину, аналогично полотну шарфа, полустолбиками с одним накидом. Из ряда в ряд количество столбиков не меняется. У меня это количество 43 столбика. Я провязала 24 ряда. На данном этапе глубина капюшона 31 сантиметр. Теперь я перехожу на вывязывание рядов для того, чтобы закруглить макушку, чтобы она не торчала остро, как у гномика, а была более покатая по голове. Я перемещала свой маркер по центральной части. И сейчас вяжу, не довязывая до маркера, одну точку. Продолжаю. Теперь у меня впереди 3 центральные точки. Их нужно провязать вместе. Делаю накид, вставляю крючок в первую точку, петля, во вторую точку, петля и в третью точку, петля. Все 5 петель на крючке провязываю вместе. Убавление готово. Далее завершаю ряд, как раньше. Таких рядов с убавлениями мне нужно провязать 4. Это первый. Так выглядят сокращения капюшона. И сейчас мне необходимо проложить завершающий шов. Это лицо моего изделия, так как шарф кармашками смотрит вовнутрь.
Я выворачиваю капюшон, чтобы сшить изделие. Вставляю крючок в петлю, подхватываю заднюю кромку по передней части и переднюю по задней. То есть кромки друг к другу прилегают плотно. Подхватываю рабочую нить и соединительная. Далее снова кромка с одной стороны, кромка с другой стороны, соединительная. Так до конца ряда. Укорачиваю нить и прячу кончик. Достаточно создать один узелок и увести край в полотно. Далее перехожу к завершающему этапу. Здесь достаточно рыхлая кромка. Эта часть капюшона находится у лица. Я переворачиваю изделие лицевой части так, чтобы оказаться в начале капюшона у основания. Вставляю крючок в точку основания, подхватываю рабочую нить и формирую столбик без накида. Обвязку буду проводить столбиками без накида. Каждый столбик соответствует вертикальному ряду капюшона. Здесь не делаю добавлений, чтобы ряд обвязки немножко стянул изделие и придал ему завершенный вид. Далее продолжаю до конца, до противоположного основания. Завершаю соединительной и вытягиваю укороченную нить. Прячу наизнанку. Теплый и стильный аксессуар готов. Хочется сказать, что у меня получилось демисезонное изделие. Во-первых, из-за выбора пряжи. Во-вторых, из-за плотности вязания. Если хотите более плотное изделие, остановитесь на крючке номер 5. Тем более, что все размеры в сантиметрах я для вас озвучиваю. Итак, на выходе глубина капюшона от основания 35 сантиметров. Это изделие на 10-летнего ребенка, и основание капюшона считается от плеч, так как шарф здесь подворачивается в один оборот вокруг шеи. Также у меня есть длинная часть шарфа и короткая. Я вам сейчас озвучу длину короткой части. Она связана по длине рук ребенка, чтобы комфортно было положить ручки в карманы. 51 сантиметр. Также я добавляю вам кадры примерки. Изделие очень необычное, завершит любой образ ребенка и взрослого. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!